Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Packmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня я расскажу про Эмиль Шайон. Эмиль Шайон, игровой персонаж игры Valiant Hearts of Great War. Эмиль — французский фермер, который становится военнопленным во время своего первого сражения, во время поисков своего зятя. В конце истории, в 1917 году, Эмиль убивает офицера после того, как тот скомандовал отделению атаковать, что привело к неумолимой смерти. Он приговорен к смертной казни через расстрел. В своем последнем письме своей дочери Марии он выражает свою ненависть к продолжающей войне и надеется, что Мари и ее семья обретут счастье. Некоторое время спустя он был застрелен французской расстрельной командой из-за предательства по отношению к высокопоставленным французским офицерам. Эмиль был хорошим человеком, он хорошо служил своей стране, и ему приходилось убивать ради блага и жизни других. Приглашаю вас посетить Boosty, вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Согласно его официальному профилю, Эмиль Шайон родился 12 марта 1867 года. Его семья была шахтерами, живущими в Сосли-сер-Мерт, деревне в Лонтаргинии, примерно в 151 километр от Сильмиеля. В 1894 году Эмилю было 27 лет, и он жил в Роттердаме, Нидерланды. В то время он влюбился в голландскую прачку по имени Паулейн. Он поженился в 1895 году и вскоре после этого поселился в Сильмиель, Франция, чтобы управлять молочной фирмой. Нет никакой информации ни о том, какой была жизнь Эмиля до того, как он встретил Пола в 1894 году, ни о том, почему он жил в Нидерландах. В 1897 году жена Эмиля Паулин умерла при родах близнецов. Выжила только одна из близнецов, Марии. Нет никаких указаний на то, что Эмиль когда-либо женился повторно, или был отцом каких-либо детей, кроме Марии. Существует мало информации о жизни Эмиля между смертью его жены и началом войны. Сказано только, что он посвятил свою жизнь своей работе, Богу и воспитанию своей дочери. 13 августа 1914 года Эмиля призвали на войну, которая была объявлена 10 днями ранее, и он побежал в призывной пункт. После тренировки ему была указана честь поднять французский флаг в центре, находясь на железнодорожной станции. Эмиль встречается и спасает Фредди, афроамериканца, состоящего на службе во французской армии, чтобы отомстить за свою жену, которая была убита во время бомбардировки барона фон Дорфом. Вскоре после этого Эмиля бросают в бой во время битвы за границей, где он служит знаменосцем подразделения. Его подразделение уничтожено, и когда он добрался до немецких позиций в одиночку, он был ранен, взят в плен и вынужден готовить для немцев. Ему было 47 лет. 12 июня 1917 года Эмиль был вызван охранниками всего через 2 дня после того, как Эмиль написал свое последнее письмо Марии о своей борьбе на войне из-за своих последних слов для вынесения Эмилю смертного приговора. На пути к своим последним мгновениям он проходит сквозь толпу французских солдат, где Фредди стоит и видит Эмиля в последний раз. Пройдя сквозь толпу, он видит видение своей любимой собаки, которая оставилась рядом с ним большую часть игры Уольт, Карла, Анна и Мари, сыном Карла. И Мари, когда Эмиль идет на почту. Он выражает в своем письме, как сильно он ненавидит войну, и что считает себя виновным в предполагаемом смерти Карла. Он также говорит, что надеется, что его семья обретет счастье. После этого его подвели к столбу, завязали глаза и направили на Эмиля оружие. На этом жизнь Эмиля заканчивается. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании.
Эмиль — единственный главный герой, который умер в игре. Эмиль — единственный игровой персонаж, у которого есть фамилия. В игре на могильном камне Эмиля указан его рождение как 1867, а на дате 1871. Указано в его профиле на официальном сайте Valiant Hearts. Хотя он прошел ту же подготовку, что и все остальные в его полку, все должности Эмиля не ориентированы на бой. Атакуя в составе 150-го полка в начале игры, он является знаменосцем. Позже он играет различные роли повара, находясь в немецком лагере для военнопленных, а позже траншей-копателем. Вероятно, это соответственно его возрасту. Хотя военная роль Эмиля после возвращения на фронт никогда официально не описывается в игре, иногда он, похоже, выполняет роль сапера, копает траншеи или использует другие средства для продвижения своих союзников, препятствует продвижению врага. На экранах меню и рекламных материалах Эмиль изображает в форме французской пехоты, голубой горизонт со шлемом Андре Соват. На самом деле в игре он никогда не показан одетым в синюю форму голубой горизонт, хотя он носит брюки и шлем униформы. Единственная полная униформа, которую Эмиль носит во время игры, это синие и красные формы, выпущенные в 1914 году. Эта форма была заменена в светло-голубой в 1915 году. Потом, что красные брюки и форма 2014 года делали французских солдат легкие мишени на поле боя. Эмиль поменяется в пасхальном яйце в последующих проектах Valiant Hearts с режиссера Иэна Фанниса 11.11. Пересказ воспоминаний, находясь в Париже в отпуске с фронта. Персонаж игрока может подслушать, как женщина по имени Мадлен говорит, что она только что получила личные вещи человека по имени Феликс, который был убит в Вими. Человек по имени Марсель отвечает: он был в Вими? Он, несомненно, сражался бок о бок с моим дядей Эмилем Шайоном, настоящим отважным сердце. И на этом история про Эмиль Шайон подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые сейчас видите себя на экране. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.